Добрый день, мои хорошие! Вы на канале Светланы Лосевой, и это канал о вязании. И сегодня я хочу вам предложить связать элегантный жакет из нежной пряжи с альпакой и кит-мохером. Такая шикарная пряжа турецкого производства, не очень дорогая, то есть такой бюджетный вариант. Жакет связан плотной вязкой, то есть это на холодную погоду уже, так на осенне-зимнюю погоду. В общем, очень легко вяжется. Дорогие рукодельницы, я очень рада, что вы зашли на мой канал. Если вы впервые на моем канале, пожалуйста, не забудьте подписаться. На моем канале много интересных мастер-классов по вязанию спицами и крючком, и их будет еще больше. Вы будете узнавать о новинках моего канала сразу же. Не забудьте поставить лайк под видео, это поднятый вверх пальчик. Ваши лайки повышают рейтинг видео, и это не пустые слова. И к тому же, так видео попадает в вашу папочку понравившихся, и вы никогда его больше не потеряете. И я хотела бы заострить внимание на модельке. Смотрите, у нас по низу изделия по рукаву идет планка, связанная резиночкой 1 на 1. По вырезу горловины такая же планочка, приблизительно шириной, высотой она у нас будет 8 сантиметров по низу изделия и по рукаву, и 4 сантиметра берем планочку по вырезу горловины. Да? Я думаю, что вот эта планочка у жакета, которая по боковой стороне полочки идет, здесь необходимо сделать 3 сантиметра планочку. А у нас планочка подразумевает цельновязанность, то есть она у нас будет вязаться платочной вязкой. Вот. И здесь необходимо будет применить такую хитрость, как укороченные ряды. Дело в том, что плотность узора и плотность вот этой планки будет разная. Вертикальная плотность, да, у платочной вязки здесь будет всегда, она будет подтягивать планка, утягивать полотно, поэтому, чтобы этого не получалось, чтобы исключить такой неприятный момент, я рекомендую в каждом 4-м ряду вязать укороченные ряды у планочки. Ну, то есть это один рядочек мы провязываем дополнительно. Так, это вот по конструктиву, да. Как всегда, значит, в нашем мастер-классе будет схема узора, мы свяжем образец, я покажу, как определить плотность вязания и как ее в дальнейшем применить при расчетах. У меня есть целое видео, снятое специально для начинающих вязальщиц, которые хотят научиться самостоятельно рассчитывать любое изделие. Там много тонкостей, как расположить правильный узор, как рассчитать петли, да, что такое вертикальная плотность. Девочки, пожалуйста, посмотрите это видео, ссылочка будет под нашим видео расположена. Сейчас мы с вами более подробно, детально посмотрим ту пряжу, которую я рекомендую и согласно которой мы считаем сегодня данная модель. Итак, выбор пряжи и спиц. Для вязания образца я выбрала пряжу Белграде Альпака Мохер плюс мохер, да? То есть действительно состав уникальный, 50 грамм 150 метров. Смотрите, значит, 10% кид-мохера, 5% детского альпака, детской альпаки, 55 полиамида и 30 вискоза. То есть состав просто шикарнейший. И пряжа на ощупь действительно очень шикарная. Хорошей скрутки, мягкая, необычайная. И знаете, я так подозреваю, она немного пушится, что после стирки она будет еще более пушиться. Вот. Я думаю, что это будет вообще изумительный вариант. Так, мы будем использовать спицы номер 3,5. Вот так выглядит наш вязаный образец. Здесь 2 раппорта в высоту, 2 раппорта в ширину. И как видите, он немножечко рельефный будет получаться, несмотря на то, что я его как бы распрямляла, да, паром. Он все равно получается такой
рельефненький, очень необычный, красивый узор. Я таким еще ничего не вязала, если честно. Так, цвет я вам не сказала, девочки, да? Вот смотрите, такой цвет. Вот. 10-27, я так понимаю, да? Это турецкая пряжа. Такой я вам еще не рекомендовала. Я не думаю, что она очень дорогая, потому что я дорогие пряжи обычно не рекомендую. Я всегда стараюсь думать о людях и предлагаю наименее такие щадящие варианты пряжи, да, чтобы это не было запредельно дорого. Так, мои хорошие, давайте сейчас посмотрим схему этого узора. Она тоже довольно простая, но все равно узор, несмотря на его кажущуюся простоту, изумительно прекрасный. Схема узора у нас выглядит вот таким образом. Выделена она у нас красным цветом. Раппорт узора составляет 12 петель в ширину и 16 рядов в высоту. Условные обозначения здесь очень распространенные. В схеме указаны и лицевые, и изнаночные ряды. Причем, смотрите, все изнаночные ряды по схеме у нас указаны как изнаночные, то есть вязать их как изнаночные петлями. Вот. Я же в своих рекомендациях буду сегодня в образце использовать термин «как смотрят петли». Мне показалось, что это более красиво узор смотрится. И мне так было комфортнее вязать. Девочки, имейте это в виду. То есть по узору здесь идет платочная вязка, у меня идет изнаночная гладь. Вот. Вы это поймете, в общем, на ваш выбор. А так, в принципе, все так же вяжется. Я показываю все правильно по схеме. Условное обозначение у нас. Пустая клеточка – это лицевая петля. Горизонтальная черточка – это изнаночная петля. Кружочек – это накид. И вот такой вот чудной значок – это 3 вместе одной изнаночной петлей. Вот. Крайне боковушечки вот это 2 вместе изнаночной петлей. Вот. Ну, там есть свои нюансы, поэтому, пожалуйста, будьте внимательны при вязании этого узора. Я подробно показываю, как его связать. Так, с этим мы определились. Теперь давайте по выкройке посмотрим, какая у нас выкройка. Вот такую выкройку я рекомендую вам. Выкройка стабильная, такая, знаете, из японского журнала, но не к этой модели, но это одно и то же. Да? Планка 8 сантиметров по низу идет, и по низу рукава, да? И, как я уже говорила, планочка у нас идет боковая цельновязанная вот здесь у полочки, и в том числе она у нас идет по вырезу горловины. Как распределить узоры, сколько петель набрать, я сегодня рассказываю во второй части видео после того, как мы свяжем с вами образец узора. Вот. Там же я показываю, как рассчитать плотность. Возможно, у вас будет другая пряжа, другие спицы вы подберете под свою пряжу. Но принцип расчета плотности нельзя игнорировать. Это очень важный момент, и надо его использовать правильно. По поводу вертикальной плотности я ничего не говорила сегодня еще, я сейчас скажу. Девочки, обязательно любой вертикальный размер, то есть вот, например, длина вашего изделия от планки нижней до проймы рукава составляет по выкройке 25 сантиметров. Вы эту величину обязательно умножайте на плотность, которую рассчитаете по вертикали. Для чего это делается? У вас получится количество рядов, которые надо будет связать на самом деле. Дело в том, что в вертикальную плотность мы закладываем такой коэффициент, который позволяет нам получить на выходе вязаного изделия после влажной тепловой обработки, то есть после стирки, ту самую величину в сантиметрах, которую мы изначально планировали. То есть длина изделия не будет меняться. Ну, там плюс-минус 1 сантиметр возможен, конечно, погрешность. Но
Здесь вы предохраняете себя от такого нежелательного момента, что после стирки изделие сильно вытягивается. А ведь трикотаж всегда вытягивается. И вот такая хитрость у нас заложена в эту вертикальную плотность. Вяжите правильно по технологии вязания. Я вам очень рекомендую, чтобы потом не огорчиться в конце. Так, у меня будет ссылочка, как составить индивидуальное описание с использованием, значит, плотности, да, с использованием многих нюансов, там, раппорта, узор и так далее. Сегодня мы, после того, как свяжем образец, я расскажу, как расположить узоры на тот или иной размер и сколько петель порекомендую набрать. Вот, как рассчитать вырез горловины, как рассчитать пройму, как рассчитать скос рукава. Все это, в общем-то, такие вещи, которые базовые, нужно знать любой вязальщице. У меня в видео-мастер-классе они есть. В обучающем видео-мастер-классе обязательно изучите, девочки. Кто впервые смотрит мои видео-мастер-классы, я думаю, это вам будет полезная информация. А сейчас давайте приступим к вязанию с вами образца узору. Так, для вязания образца мы будем с вами набирать 27 петель. Вот так выглядит мой образец. И я связала один раппорт в высоту, и у меня здесь 2 раппорта в ширину. Для того, чтобы нам понять, как соединяются 2 раппорта, надо все-таки 2 раппорта вязать. И давайте вязать первый ряд с вами. Следующим образом вяжется. Так, кромочную снимаем, вяжем. Первая петля у нас для симметрии идет. Девочки, мы ее в раппорт не включаем, вяжем ее изнаночной петлей. Вот она как раз за раппортом идет. Изнаночная петля, затем идут раппорт, начинается 3 изнаночные, 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5 и 4 изнаночные. 1, 2, 3, 4. Мы связали один раппорт. Второй раппорт также вяжем 3 изнаночные. 1, 2, 3, 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5 и опять 4 изнаночные. 1, 2, 3, 4. Кромочную мы вяжем изнаночной петлей. Переворачиваем на изнаночный ряд наше вязание. Все четные ряды, которые будут являться изнаночными, мы будем провязывать, как смотрят петли. Самостоятельно будем провязывать. Вяжем третий с вами ряд. Первый раппорт показываю. Смотрите, значит, сейчас мы будем вязать с вами перед раппортом 2 вместе изнаночные. 2 вместе изнаночные. И затем начинается раппорт узора. 2 изнаночные, 2 лицевые, накид, лицевая, накид, 2 лицевые, 2 изнаночные и 3 вместе одной изнаночной. 3 вместе одной изнаночной. Вот так. Все, раппорт связан. Второй раппорт также вяжем 2 изнаночные, 2 лицевые, накид, лицевая, накид, 2 лицевые, 2 изнаночные. И крайние раппорты, вы поняли, для чего мы одну петлю брали для симметрии.
и провязывали их здесь как 2 изнаночные, и крайние раппорты мы везде будем вязать 2 изнаночные вместе. Смотрите, 2 изнаночные. А если это раппорт идет в середине где-то, то вяжется между раппортами 3 вместе изнаночные. Понимаете, да? Вот. А по краям только по 2 изнаночные, чтобы у нас количество петель не менялось от ряда в ряд. 4-й ряд вяжем, как смотрят петли. Накиды вяжем изнаночными. 5-й ряд. Вяжем также перед раппортом 2 вместе изнаночной. Это в раппорт не входит, да? И теперь в раппорте вяжем. Первая у нас идет изнаночная, 2 лицевые, накид, 3 лицевые, 1, 2, 3, снова накид, 2 лицевые, 1, 2, изнаночная. И поскольку это центральный раппорт, мы вяжем 3, при переходе к другому раппорту 3 вместе 1 изнаночной. Вот так. И далее начинается 2-й раппорт. Также вяжем изнаночные, 2 лицевые, накид, 3 лицевые, накид, 2 лицевые, изнаночная. И в последнем раппорте мы вяжем 2 вместе изнаночной. Кромочную вяжем изнаночной. Все. Дальше у нас идет 6-й ряд. Вяжем, как смотрят петли. 7-й ряд у нас с вами. Перед раппортом мы снова вяжем 2 вместе изнаночной, 1 изнаночной. Так, и начинаем вязать раппорт узора. 2 лицевые, накид, 5 лицевых по центру. 1, 2, 3, 4, 5. Накид, 2 лицевые, 1, 2. И сейчас провяжем все эти 3 вместе изнаночные. То есть это у нас с вами средний раппорт, то есть который по центру идет. Мы их между ними договорились, вяжем 3 вместе изнаночные, да? Связали 1 раппорт. 2-й раппорт также вяжем 2 лицевые, накид, 5 лицевых по центру, снова накид, 2 лицевые. И поскольку это крайний раппорт, мы вяжем не 3 вместе изнаночной, а 2 вместе изнаночной. Кромочная тоже изнаночная. 8-й ряд будем вязать, как смотрят петли. У нас с вами 9-й ряд. Первая петля у нас, которая была для симметрии, сейчас будет вязаться лицевой. Просто 1 лицевой. Начинаем вязать раппорт узора. 2 лицевые. По центру вяжем 7 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И 3 лицевые. 1, 2, 3. Раппорт связали. 2-й раппорт такой же. 2 лицевые. Затем 7 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 3 лицевые. 1, 2, 3. Кромочную вяжем изнаночной. Связали 2 раппорта. 10-й ряд вяжем, как смотрят петли. 11-й ряд у нас с вами. Вяжем. Первая петля у нас перед раппортом вяжется лицевой. Далее вяжем накид. Начинаем вязать раппорт с накида. 2 лицевые. Затем вяжем 2 изнаночные. И здесь вяжем сейчас в раппорте 3 вместе 1 изнаночной. Провязали. Затем опять 2 изнаночные, 2 лицевые, накид, лицевая. Связали раппорт узора. Теперь вяжем 2-й раппорт. Также накид начинается с накида, 2 лицевые, 2 изнаночные, 3 вместе 1 изнаночной,
затем 2 изнаночные снова, 2 лицевые, накид, лицевая. Второй раппорт связали, кромочную вяжем изнаночной, 12 ряд вяжем, как смотрят петли, 13 у нас с вами ряд, будем вязать первой петлей перед раппортом лицевая. Начинаем вязать раппорт узора. Лицевая, накид, 2 лицевые, изнаночная. По центру вяжем 3 вместе, 1 изнаночной. Связали. И опять еще 1 изнаночная. Затем 2 лицевые, накид, 2 лицевые. Связали раппорт узора. Второй раппорт продолжаем вязать. Лицевая, накид, 2 лицевые, изнаночная. По центру 3 вместе, 1 изнаночная вяжем. Затем опять изнаночная, 2 лицевые, накид и 2 лицевые. Связали второй раппорт, кромочная у нас изнаночная. 14 ряд будем вязать, как смотрят петли. 15 ряд вяжем раппорта нашего. Первая петля лицевая для симметрии. Начинаем вязать раппорт узора. 2 лицевые, накид, 2 лицевые, 3 вместе изнаночной 1, 2 лицевые, накид, 3 лицевые, 1, 2, 3. Раппорт связали. Вяжем второй раппорт такой же. 2 лицевые, накид, 2 лицевые, 3 вместе, 1 изнаночной, затем у нас идут 2 лицевые, накид и 3 лицевые, кромочная, изнаночная. 16 ряд мы вяжем, как смотрят петли. На этом раппорт наш заканчивается. Повтор снова с первого ряда будет идти. Вот видите, красным у нас выделен раппорт, мы его связали. Сейчас после изнаночного ряда начнется снова лицевой первый ряд. Так, и для того, чтобы нам дальше продолжить расчеты, мы должны сделать влажную тепловую обработку нашего образца. Горячим паром, девочки, обдаем наш образец. Он становится очень влажный, податливый. И мы его вот так очень легко тянем в разные стороны. Расправили. И оставили сохнуть. Сейчас будем делать расчет плотности. Смотрите, измеряем вначале ширину нашего образца. Вот оно у нас свободно лежит, расправленный, да, я прикладываю линейку. Ну, здесь явно получается 14 сантиметров. 14 сантиметров мы набирали 27 петель. 27 петель поделим на 14 сантиметров измеренных. Получаем плотность 1,9. Записываем. Обязательно это надо записать, чтобы не забыть. Это важная цифра. В 1 сантиметре 1,9 петель. Вот. Теперь мы измеряем вертикальную плотность. Для этого мы измеряем высоту нашего образца. У меня получается 14,5, но здесь вот я в центре измеряю не совсем ровный край. Сейчас вот здесь померяем. Давайте возьмем 14 сантиметров, девочки. 14 тоже сантиметров. И у меня раппорт узора составлял, смотрите, 16 рядов. То есть 32 ряда у меня, 2 раппорта связано. 32 делим на 14 сантиметров. Получаем плотность по вертикали 2, можно сказать, 3. Округляем в большую сторону, да? Запишем, что в 1 сантиметре по вертикали у нас умещается 2,3 ряда. Сейчас эти важные цифры мы будем использовать в дальнейших расчетах. Посмотрим нашу выкройку.
у нас вот такая выкройка будет использоваться к данной модели. Смотрите, девочки, классика у нас с вами. Рукавчик с окатом и пройма. Скошенные плечики немного есть, скос. Ну, можно это проигнорировать, сделать прямые, да. Спинка и получается полочка у нас, в общем-то, имеет ширину в половину меньше полочка, чем спинка, как обычно, да. Смотрите, здесь 50, здесь 25. Давайте посчитаем на разные размеры. Я хочу вам показать, как это делаю я. То есть я делюсь с вами своим опытом, да. А как делаете вы, если вы делаете как по-другому, да ради бога, да. Смотрите, девочки, сначала вы должны определиться, какой у вас размер, какая ширина спинки для вашего размера подходит. Обычно берется объем бедер, да, вот, или объем груди. Это зависит от вашей фигуры. Вот у меня, например, бедра широкие, а объем груди значительно меньше. Поэтому я всегда беру по бедрам, да, смотря какой длины, опять-таки, изделия вы будете брать. Если она до бедер не достает, то тут, конечно, объемом груди будем руководствоваться. Обычно я использую следующие мерки. Значит, для размера 42-44 достаточно взять 46 сантиметров ширину спинки. Для размера следующего, там 46-48, берем 52 сантиметра ширину спинки. Для размера 50-52 будем брать 58 сантиметров ширину спинки. Ну и в половину от них вычисляете полочку сразу же, да. Вот, теперь давайте, как нам красиво распределить раппорты узора и сколько петель в итоге у нас получится. Итак, если мы берем с вами 46 сантиметров, да, 46 сантиметров мы будем умножать с вами на нашу плотность по горизонтали, которую мы с вами только что получили. В 1 сантиметре умещается 1,9 петель. То есть 46 сантиметров умножить на 1,9 у нас получится 87 петель. Теперь как их распределить? Берем число петель в раппорте, 12 петель, и сейчас определим целое число раппортов, которое к 87 петлям относится. 87 мы поделим на 12. Получится 7 целых раппортов у нас с вами, девочки. То есть 7 я умножаю на 12. Плюс, помните, одна петля у нас была для симметрии, крайне правая, да, и плюс 2 кромочные. В итоге вот наши 87 петель получается. То есть я говорю про 42-44 размер, нам надо набрать 87 петель при нашей плотности. Дальше, следующий размер берем, как я уже говорила, ширина спинки на размер 46-48, приблизительно 52 сантиметра. Умножаем на плотность 1,9, получаем, надо набрать 99 петель. Теперь эти 99 петель также делим на 12, число петель в раппорте. Получаем целое число раппортов 8. Да? То есть 8 умножить на 12, получаем 96 петель. У нас должно задействовано быть в узоре, это 8 раппортов. Плюс 1 для симметрии, крайне правая петля, плюс 2 петли кромочные. Получаем в сумме 99 петель нам надо набрать. И я всегда схематично вот так рисую. Да? То есть 8 раппортов, это вот так выглядит. Представьте, что это ваш наборный ряд, и мы рисуем 8 раппортов. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. По 12 петель в каждом раппорте. Да? Одна петля, крайне левая, у нас идет по узору, мы ее всегда вязали, крайне правая, то есть для симметрии, и плюс 1 кромочная справа, 1 кромочная слева. В сумме вот наши сложились 99 петель. А на предыдущий размер у нас было 7 раппортов, да, и у нас было 87 петель. А так расположение узоров было такое же. Аналогично вы считаете по полочке. Для третьего размера 50-52 рекомендуется 58 сантиметров ширину спинки умножить на нашу плотность по горизонтали 1,9. Это будет, девочки, сейчас сразу скажу, 111 петель.
Не 110, а 111. Потому что если мы с вами сейчас 111 разделим на 12 петель, число петель в раппорте, то у нас получится 9 раппортов, плюс 1 петля для симметрии и плюс 2 кромочные. В сумме 111 петель. Это надо для спинки набрать для 52 размера. Понятно, да? Полочку также считаем. Обычно для проймы глубину проймы делают 5-6 сантиметров. И вы также определяете, сколько петель вам надо будет по пройме закрыть. 5 вы умножаете на 1,9 плотность. Получаем вот в целом 9-10 петель надо будет закрыть по пройме. На больший размер берется 6 сантиметров пройма глубина, и там уже будет около 11-12 петель закрываете. Теперь по вырезу горловины. Опять-таки очень индивидуальный здесь параметр, но обычно делается около 20 сантиметров. Если у вас большой размер, берется 21, там 22 сантиметра ширина выреза горловины. И также умножаете это число, предположим, 20 сантиметров у вас ширина выреза горловины на плотность 1,9, у вас получается 38 петель. Но 38 петель нам не годится, чтобы у нас на плечи ровное число пришлось. На 2 плеча одинаково. Надо брать нечетное число, потому что у нас с вами в наборе участвует нечетное количество, да, то есть 99, 87, 111 петель, нечетное число. Поэтому на вырез горловины надо взять 37 или 39 петель или 41 петля, в зависимости от вашего размера. Значит, как сформировать скос рукава? Как посчитать аналогично? Аналогичным же образом, девочки, считайте на рукав. Да? То есть вот если по низу у нас 26 сантиметров, вот на выкройке показано 26 сантиметров, здесь идет 26, умножаете 26 сантиметров по низу рукава на плотность 1,9, у вас получается вот такое число 49 петель. Да? Надо узнать, сколько раппортов у нас умещается. Делим на 12, получается целое число 4. Да? То есть 4 раппорта умножайте на 12, это будет 48 петель. Плюс 1 петля для симметрии, плюс 2 кромочные. В сумме вам надо набрать на рукав 51 петлю. Это на размерчики 2 первых пойдет такая мерка. На больший размер берите не 26 сантиметров в ширину рукава по низу, а берите 28, 27, да, побольше. Да? То есть здесь вот у вас получается 4 раппорта, 51 петля. И далее идет у вас прибавка по скосу. Можно включать лицевую гладь, можно по узору вязать, включая петли по узору. Да? Но это будет сложнее. Просто лицевая гладь, если будет прибавленные петли, включать лицевую гладь, так проще, да? То же самое вы считаете по верху, где самая широкая часть. А кат я всегда рекомендую по выкройке в натуральную величину делать, вязать для тех, кто только начинает учиться, да, вязать плечевые изделия. Для опытных вязальщиц это не составит труда по своему опыту, да, сформировать акат при вязании. Вот. Вообще у меня есть целое видео, снятое на тему, как сделать индивидуальный расчет изделия. Я его размещаю всегда, ссылку на это видео под нашим видео. То есть нажимаете на перевернутый треугольничек под видео, у вас открывается вкладка. В этой вкладке обычно я пишу всю полезную информацию, которая вам пригодится в работе. Вот. В общем, вкратце я вам обрисовала ситуацию, да. Глубина у нас по выкройке, видите, 10 сантиметров у полочки, вот, а здесь обычно 2 сантиметра берется по вырезу горловины. Длину изделия индивидуально, конечно, по своему росту делаете, да. Обычно вот здесь в рукаве глубина проймы, вернее не глубина, а высота проймы берется 19, 20, 21 сантиметр, зависит от вашего, опять-таки, размера. Да? То есть вот здесь стоит 21 сантиметр, это на средний размер. На 20 сантиметров возьмите на первый размер маленький, да? И на второй размер около 22 возьмите сантиметров. Вернее, на третий размер, самый большой, который у нас 50-52 идет. То есть вот такие вот нюансы.
И, в принципе, ничего сложного, свяжете такой красивый жакетик. Я желаю вам удачи, надеюсь, мои объяснения были доступны, понятны, и до новых встреч!